Здравствуйте, меня зовут Майкл Наки, и это программа «Честное слово» на канале «Популярная политика». Ставьте лайки, пишите ваши вопросы, не забывайте пользоваться и суперчатом, все это в вашем распоряжении. Мы сегодня поговорим с стендап-комиком Идраком Мирзализаде, и мы всегда стараемся в передаче «Честное слово» говорить с интересными для вас людьми, и сегодняшний гость, безусловно, не исключение. Идрак, здравствуй. Привет, Майкл. Да, а мы, уважаемые зрители, с Драком знакомы, поэтому будем на «ты», пусть это вас не сильно смущает. Тем не менее, я уверен, что будет сегодня отличный разговор, и также не забывайте свои вопросы тоже в чате писать. Драк, в последние дни комики снова под прицелом всеобщего внимания, правда, к сожалению, не в рамках какого-то радостного повода, а в основном весь негатив на себя агрегирует Нурлан Сабуров, который в это время, во время войны, поехал путешествовать по Америке, давать стендап-концерты, и почему-то с каждым новым стендап-концертом ему удается, значит, перепрыгивать планку, которую он ставит до них. Ну, то есть сначала это было просто какие-то вялые ответы, а потом, значит, его неуместные шутки про женщину, которая вышла в таком как будто окровавленном платье, да, символизирующем изнасилование во время этой войны. А вот с последнего концерта, который был вот буквально вчера, известно, что у людей, которые хотели на него попасть, вообще начали проверять социальные сети на тему антивоенных постов, и если они были, то не пускали. Но эта информация пока еще не проверена. Я об этом Как, не знал. да, как ты оцениваешь поведение, ну, коллеги, наверное? Да, да, коллеги, но я просто всю эту неделю тоже, естественно, об этом думал обо всем, и поначалу это как-то вызывало одни эмоции, потом другие, и, естественно, я не очень согласен с тем, что транслируется в массы со стороны Нурлана, но, как я понял, и вообще это понятно всем, я думаю, он как будто не ожидал того, что происходит, и, ну, вообще не ассоциировал себя, видимо, с этой ситуацией никак, потому что первый концерт и вопрос, который ему задали, и то, как его перебили, это как будто застало его врасплох. И, ну, мне это немного непонятно было. Ну, видимо, это объясняется тем, что он не ассоциировал все-таки себя с ситуацией. Видимо, как казах, он себя не ассоциировал себя конкретно с этим конфликтом. И поэтому все вышло вот именно так, как вышло. Скажи, пожалуйста, а можно как-то вообще не ассоциировать себя сейчас с этой ситуацией? То есть можно как-то, на твой взгляд, там, не знаю, спокойно продолжать жить, давать концерты, снимать видеоблоги и всячески игнорируя происходящую войну? Вот насчет этого игнорировать я вообще не понимаю, как можно. Каждый сам себе решает, поэтому, ну, судить тут я не хочу, но можно сказать про людей, которые в это время, например, дают концерты, но дают благотворительные концерты. Например, Слава Комиссаренко регулярно дает благотворительные концерты, Саша Долгополов, белорусские комики, российские комики везде дают благотворительные, ну, очень много благотворительных концертов. Не знаю, как можно вести блоги, как это делает Ивлеева, абстрагируясь как будто от того, что происходит, как будто это не касается. Не знаю, мне это не совсем понятно. А для тебя это как? Вот, то есть как вот эта война, она выглядит для тебя, как ты ее воспринимаешь, близко к сердцу, не близко к сердцу, там, думаешь о ней, пишешь ли о ней материал, в общем, как она вошла в твою жизнь? Думаю, 100% материал тоже пишу. Материал какой сначала первый месяц он был такой, как будто бы полностью на рефлексии, потому что ну, мы не говорим сейчас о людях, которые в Украине, мы не говорим о людях, которые в России. Я в данной ситуации буду говорить о себе, потому что ты обо мне спросил. И я не сравниваю себя с положением других людей. Первый месяц я просто думал, что, как вообще повлияет на это все. Казалось, ты просто ждешь и наблюдаешь со стороны, ждешь, как все это развернется и как тебе нужно действовать в данной ситуации. И вот сейчас я пришел к тому, что нужно делать какой-то контент, контент не в плохом смысле, как блоги, ну не просто блоги на отстраненную тему, а контент, высмеивающий глупость всей этой ситуации со стороны именно России, потому что, очевидно, Российская Федерация агрессор в этой войне и совершает огромное количество военных преступлений, российская армия, и вот хочется это высмеивать. Единственное, что я могу, это высмеивать, и решил этим заняться. Скоро, в воскресенье, выйдет первая передача.
если так Отлично, можно да, сказать. отлично вместил это. Ну, мы уже видели анонс этой передачи. Те, кто не видели, уважаемые зрители, там Идрак в целом проходится, скажем так, по каким-то решениям российской армии в том или ином виде. И даже благодаря одному из скетчей Идрак снова вернулся в паблики, в которых был не так давно, когда его выгоняли из России, вот, потому что там скетч про разминирование, значит, вы все, наверное, видели это кадры, да, как идет российский солдат, разминирует якобы какое-то поле, а прямо перед ним идет оператор с камерой, да, что, ну, не очень логично, потому что, как бы, если он идет впереди, то он идет по неразминированной территории. И, в общем, у Драка был скетч на эту тему, после чего его вновь объявили врагом в России в очередной раз. Скажи, пожалуйста, Да, вот... кстати, Да. я хочу на это поставить. Можно, вот ты сказал, что меня опять упоминают в этих сообществах, типа, не будем их называть в определенных сообществах, и называют, смотрите, не зря его выгнали, он все-таки ненавидит Россию. И я вот, опять же, хочу сломать это, ну вот, если нас слушают люди, которые ведутся на эту логику, хочу просто объяснить, если человек критикует пропаганду или критикует российские власти, их действия, он не является врагом России. Наоборот, врагом России являются те, кто дают преступные приказы, ну и дальше вот это все всем уже понятная истина. Ну, то есть у Просто тебя хотел каких-то, уточнить да, это. у тебя каких-то, ну, ты знаешь, просто когда тебя высылали из России, да, когда было вот это вот громкое дело, скажем так, ты покинул Россию до того, как это стало мейнстримом, да. Изменилось ли у тебя Как и и у ты. окружающих тебя, как и я, изменилось ли у тебя и у окружающих тебя людей какое-то отношение к российским властям и к российской власти? Но к властям отношений не было никогда, я думаю, у тех, кто уехал, каким-то хорошим. То есть эти власти и так давно уже называют люди преступными, не просто называют, не просто голословно называют, а по событиям, которые происходят в России, можно определить, что это преступные власти, которые покрывают преступные события в этой стране и не только в этой стране, вне ее также. Поэтому, я думаю, от этих властей и так все всегда ждали, но такого, прям такого уровня э, злодеяний, наверное, даже если ждали, все равно это как снег на голову. Скажи, пожалуйста, при этом большое количество вот людей, которые, ну, позиционировали себя как люди смелые, как люди критикующие, как люди едкие, я про комиков во многом, они сейчас либо молчат, либо поддерживают вообще то, что происходит. Ну вот о чем я говорю, да, есть большое количество медийных комиков, так называемые там ТНТ-шные комики, с которыми ты когда-то вместе тоже выступал. Значит, есть там ТНТ-шные комики, есть КВНовские комики, все это достаточно плотно переплетено, и вот это такой мейнстрим, да, вот ваша организация «Стендап-клуб №1» всегда себя противопоставляла этому мейнстриму, и вот сейчас в критический момент мы видим, что вот этот мейнстрим, он оказался не смелый, не политизированный, не громко высказывающийся, а вот буквально люди как-то вот максимально отмалчиваются и никаким образом не реагируют. У тебя есть объяснение, как минимум для себя, а лучше для нас, почему Да, так конечно, происходит? конечно, конечно. Я могу объяснить и для вас, думаю, и для себя могу объяснить. Во-первых, мейнстрим никогда и не был смелым. То есть мейнстрим на то и мейнстрим, что он ну, работает так, как необходимо, чтобы быть успешным в России. Для этого нужно просто выполнять, по сути, установки, ну, в каком-то смысле. То есть, когда люди наезжают на ребят, что было дальше, и говорят, вот они там смелые, но они никогда не проявляли гражданскую позицию, и в этом плане странно было ожидать именно проявления гражданской позиции. Ни разу до этого она не была проявлена ТНТ-шными комиками, понимаете? Комиками из ТНТ. И я вообще про КВН очень много думал в этот период. То есть я думал, ну вроде бы война уже точно э, вынуть должна вынудить людей все-таки заняться политикой, заинтересоваться и проявлять эту гражданскую позицию. Но видите, оказалось нет, все-таки люди очень привыкли слушаться, подчиняться. Дело в том, что и в ТНТ, и на ТНТ, и в КВН, другой структуре комедийной, люди подчиняются тем, кто наверху. Если ты делаешь что-то не так, тебе звонят,
там продюсеры или ведущий КВН или продюсер ТНТ и говорит, вот этот сторис убери, вот это убери, или там не выступай. И люди всегда слушались. Не было такого, что комики ТНТ не слушались. То есть они всегда слушались во всех вопросах, и мне кажется, это настолько вошло в привычку, что даже, возможно, комики там не думают, ну, самостоятельно в этих направлениях. То есть ждут, если им скажут, то да, если нет, то нет. Меня это удивляет. Я не понимаю, почему так, но на то, наверное, и произошло какое-то разделение на комиков, которые вне государственных структур, и комиков, которые в государственных структурах. То есть ты считаешь это уже фактически государственной структурой? Так я считаю, это же факт. То, что ТНТ это государственная структура, но это же Газпром Медиа Холдинг. Нет, ну то, что КВН, что вот это вот Comedy Club Ну, Production. то же самое, конечно, конечно. Про КВН были уже даже, по-моему, в американских СМИ. Понятно, что к ним определенная аудитория относится как к слишком ангажированным, но были расследования на тему КВН, что КВН служит российской пропаганде, и если вы смотрели КВН, то, очевидно, вы видели много номеров, где говорится, что вот Россия еще всем покажет, вот Тополем, а вот у нас матрешка, сейчас ударим по Западу конкретно. Ну, то есть, конечно же, время от времени такие миниатюры с такими риториками есть в КВН, и сложно говорить, что КВН не служит пропаганде. Скажи, пожалуйста, а есть какие-то исключения? Вот за эти 50 дней войны, 51 уже, да, 51 сегодня идет, видел ли ты людей, которые такие, нет, я больше не хочу в этом участвовать, нет, не важно, что там у меня, не знаю, большие контракты, большие деньги и все остальное, но я не готов как-то продолжать, не знаю, в КВН или там в вечернем Урганте или еще где-то? Ну, знаю ли я конкретно такие Да, ситуации, когда люди каких-нибудь людей, отказываются? каких-либо комиков, да. Ну, на самом деле, комики постепенно уходили из ТНТ. Последние 5 лет комики уходили из ТНТ и занимались самостоятельно своей карьерой. И также и проявлять начинали гражданскую позицию, так как им больше никто не звонил и не говорил, не нужно этого делать. Ну и, конечно же, люди начинали проявлять свободолюбие, желание быть другими. Дело в том, что, ну, я вот объясню, КВН, ТНТ не только структура. В общем, мне как комику изнутри понятно, почему все так происходит. То есть, что происходит в головах у ребят, которые часто выступают в достаточно такой Что у них в головах прикормленном, происходит? ну, просто послушание, это подчинение. Это все начинается с КВН. КВН заключается в том, что ты постоянно слушаешь редактора. Постоянно. То есть вот ты приходишь на выступление, на редактуру, и твои номера редактируют люди, которые иногда даже не имеют отношения никакого к юмору. И они на свой вкус говорят, вот это убери. И если тебе кажется, что это смешно, ты такой, ну все, редактор сказал убери. И ты думаешь, кто этот редактор, с какой стати он сказал убрать этот номер. И это все начинается с таких мелочей. И когда ты просто в какой-то чуши слушаешь постоянно более взрослых людей, которых кто-то поставил на место редактора, то это продолжается и дальше. А на ТНТ в большинстве своем люди из КВН. И привычка слушаться, она просто внутри системы, она просто, видимо, вбивается в голову. И если ты 10 лет слушался людей, которых поставили главными, ты и дальше, наверное, слушаешься по привычке. Майкл, ты у меня пропал, ты меня слышишь? Все хорошо? Я тебя слышу, да, все хорошо, жаль, что я у тебя пропал, но ты у меня нет, и это самое главное. Слушай, то, что ты описал, похоже вообще на то, как функционирует российское общество в принципе. Ну, то есть всегда есть какой-то, не знаю, старший политрук, учитель, директор, значит, 100%. начальник. У тебя есть понимание, почему настолько масштабная, не поддержка, наверное, нельзя сказать, что прям очень много людей поддерживают, что происходит, но как минимум вот такое масштабное молчание, что люди очень в редком случае, да, готовы как-то активно высказываться против войны, которую развязал Владимир Путин? Ну, хочу тут уточнить момент. Мы же говорим про вообще всех людей, ты говоришь про звезды или вообще про всех людей в России? Про всех в том или ином виде. Ну, просто вот привычка слушаться, привычка не злить людей сверху. Опять же, я сейчас не в России и не собираюсь осуждать кого-то именно за молчание. Я для себя определил вот что. Я осуждаю пропаганду страха. Я считаю, что не нужно пропагандировать страх. Я считаю, что не нужно оправдывать молчание такими
эфемерными словами в данном случае, как семья, потому что есть много людей, которые не боятся высказаться, и у них тоже есть семьи. Когда кто-то говорит, что вот из-за семьи он молчит, это немного игра в какое-то благородство, хотя это не является благородством. То есть ты просто назвал причину, которую все привыкли воспринимать как что-то благородное. Хотя по факту, если боишься молчать, просто я боюсь молчать, но я при этом восхищаюсь людьми, которые высказываются, которые, несмотря ни на что, выходят на улицы в России, продолжают выходить, которые устраивают акции, продолжают устраивать акции. То есть именно пропагандировать страх не нужно. В России люди, которые на протяжении многих лет выходили на акции, которые занимались, ну, высказывали свою гражданскую позицию, я это точно знаю, они всегда жили, ну, существовали как изгои, потому что к ним как будто бы отношение было, что вот дурачки, вы что думаете, что-то поменять можете? Да нет, вот как раз они могут поменять. Вот им нужно всегда высказывать восхищение, благодарность и уважение тем, кто высказывает свою позицию, несмотря ни на что, вместо того, чтобы пропагандировать страх в виде слов «я боюсь за свою семью». Это, в общем, вот к этому я пришел. Долгое размышление, размышляя о молчании и так далее. Скажи, пожалуйста, а ты, ну, через себя как-то пропускаешь эту войну? Вот, ну, как ты ее наблюдаешь, через что, не знаю, ну, потому что вот у многих из нас, да, это мы постоянно смотрим новости, эти ужасные фотографии, пытаемся максимально распространять информацию, пытаемся вызванивать там людей из гущи событий. А как какое в твоей жизни сейчас занимает место эта война? Ну, это, наверное, главное место, в том смысле, что это то, что сейчас происходит, влияет на все наши жизни. То есть тут даже если отбросить то, что ты вот переживаешь за Украину, за людей, которые там под обстрелами, просто думая о себе, ты думаешь, это влияет на мою жизнь. И, конечно, это на первом месте, ты пытаешься держать руку на пульсе, наблюдать, думаешь, что ты можешь в этой ситуации делать, можешь ли как-то помогать где-то. Ну вот приходишь к тому, что почему бы не высмеивать пороки российской власти, российской пропаганды в контенте. То есть думаешь, чем ты можешь помочь, наверное, поэтому на первом месте эта тема. Можешь И, ли ты как-то повлиять? Майкл, ну, а можешь, пожалуйста, после каждого моего ответа оценивать, говорить неплохо? А то я иногда замечательный трек, теряю спасибо смысл. большое. Оценят наши зрители своими лайками и своими комментариями. Вот. Но если будет плохо, я тебе скажу. Скажи, Хорошо. пожалуйста, а как-то влияет все происходящее на вот именно ваш вот этот контингент, да, комиков и всех остальных? Не знаю, уезжают ли они из России, боятся ли они, что будет дальше? Вот мы видим, что ряд передач перестало выходить. Например, я не вижу выпусков «Вечернего Урганта», я не вижу выпусков там «Что было дальше», я не вижу какого-то того контента, да, который годами делали те или иные комики. Что вообще происходит? Мне кажется, те, кто ничего не выпускают, это люди, которые понимают, что в данном контексте странно что-либо выпускать, странно выпускать контент, который никак с этим не связан. Ну, просто, просто ну, нестандартно. Люди, по сути, вот под боком умирают тысячами. И выпускать сейчас ребята из «Что было дальше» понимают, что сейчас не время для «Что было дальше». Ребята из «Вечернего Урганта» понимают, что продолжать делать «Вечерний Ургант», не комментируя, как минимум, не высмеивая то, что происходит, невозможно. А им, естественно, запретили бы это делать. Поэтому, да, люди прекратили делать контент, не связанный с ситуацией, а некоторые комики уезжают. Ну, не прям все комики уезжают, те, кто могут себе это позволить, уезжают. Некоторые, кстати, даже те, кто не особо могут себе позволить, начинают работать в других странах, не комиками, но работать, зарабатывать, пытаться что-то делать. Так что есть и тенденции к отъезду, некоторые остаются, некоторые уже, в общем, вроде ответил на твой вопрос. А почему уезжают? Ну, то есть что, это страх того, что будет дальше с Россией, или это нежелание продолжать там работать? Вот какие вообще причины? И я бы у тебя спросил, да, но ты уехал, потому что страна тебя выгнала, вот, в свое время, Да, поэтому, никто не да, может мне предъявить, что я испугался. есть такое, да. Ну, так по Ну, каким я причинам, да? думаю, что люди хотят высказываться. Многие, кто уезжают, высказываются. Ну,
Просто кто-то боится мобилизации, уезжает, кто-то хочет высказываться, хочет творить, не думая о том, что можно говорить, а что нельзя говорить. Кто-то не хочет переживать, что его заберут по какой-то дурацкой причине. Ну, причин даже достаточно много. Кто-то давно собирался, но вот эта ситуация уже крайняя, которая послужила толчком, чтобы ехать. Вот такие три причины. Мобилизация, давно собирались, и вот желание высказываться. Ты сказал, что комики, ну и в целом люди, да, публичные, которые не сторонились политики, которые там выходили на митинги, которые писали какие-то, значит, шутки или тексты по поводу власти, они немножко, ну, вынужденно стояли особняком, да, что вот среди большинства это не было распространено, и что это вот как-то, значит, воспринималось по-разному людьми. Как ты думаешь, если бы больше комиков, в том числе больших, медийных, да, у которых там очень много аудитории, которых много смотрят, которых много показывают, если бы они вот в своей карьере высказывались против того, что происходит, если бы они больше принимали участие в общественной жизни, это могло бы как-то привести к другому результату? Ну, что угодно может привести к другому результату, абсолютно что угодно, случайное событие. То есть мы не можем угадать, но я точно знаю, что если большие люди высказываются, они в первую очередь, возможно, ничего не поменяется, но в первую очередь они поддерживают, показывают поддержку и оказывают сильную поддержку, этим моральную поддержку людям, которые выходят, обычным людям, которые выходят, обычным людям, которые меняют ценники на антивоенные лозунги, обычным людям, которые продают книги 1984 и их сажают. Вот для этих людей это огромная моральная поддержка, потому что эти люди на стороне правды, и они часто, наверное, чувствуют себя одинокими, особенно в России. И для них это было бы большой поддержкой, а это уже большое дело. То есть поэтому необходимо, наверное, высказываться Ты знаешь, большим людям, звездам. многие комики, даже которые были такие, не то чтобы оппозиционные, но вообще критика власти, да, в том или ином виде, это же достаточно благодатная тема для комедии и достаточно популярная. Да, там, со времен какой-нибудь нашей Раши, заканчивая каким-нибудь Семеном Слепаковым. Но потом все эти люди, они как бы отправлялись на корпоративы, и, ну, как бы они не конвертировали свои, знаешь, свое высмеивание элит, которые есть даже, я там не знаю, у Павла Воли, который показывает, вот, смотрите, там дворцы такие, дворцы сякие. Это потом не конвертируется в какое-то действительно политическое высказывание, политическое действие. А на твой взгляд, они должны были это делать или нет? Ну, то есть вот как ты оцениваешь, помогали они той ситуации, в которой мы оказались, в смысле приближать ее своими действиями, своим приспособленчеством, своим страхом, или нет, или это не важно и в любом Да, случае. я бы сказал даже не страхом, я бы тут сказал, использовал не слово страх, потому что поначалу же не был страх. Скорее всего, тут дело не в страхе, а именно в том, что люди настолько несерьезно относились ко всему вокруг, в том числе и я. То есть мы все, кто в медийной сфере работали, за редкими исключениями, очень несерьезно относились к процессам внутри страны. И, конечно же, весь тот юмор, который был в России, он помогал, способствовал деградации населения, но особенно, конечно же, ТНТ способствовало деградации населения. В ТНТ не развивается ничего. Одинаковые шутки подряд, одинаковые шутки в любом проекте. Я имею в виду одинаковые в том смысле, что это по структуре одинаковые шутки. Зрители привыкли. Зрители смеются, потому что знают, что вот эта конструкция, это смешная конструкция, я к ней привык, я над ней буду смеяться. И вот так вот 15 лет они будут смеяться, конечно же, это способствует деградации населения. Одинаковые шутки про жену, одинаковые шутки про тещу. Ну, естественно, это способствовало и привело к тому, что у нас, вот, ну, я говорю у нас, потому что все-таки считаю своим обществом и своей проблемой тоже. У нас вот такое выросло огромное количество людей, не способных к критическому мышлению, не способных воспринимать новую информацию. Вот ты говоришь, что там были, конечно, критика дворцов, но все запомнят Павла Волю по монологам про Тополем. То есть это явно способствует. Вот ты можешь сделать передачу, отличную передачу, но если в течение 40 минут передачи есть
одна шутка, типа, ох, какая Москва все-таки прекрасная стала, это заседает. Вот в каждой передаче по одному такому предложению заседает в твоей голове, и ты думаешь, ой, как все хорошо. То есть риторика передавалась через телевидение, очевидно, людям, и люди не особо размышляли о том, что происходит. Не все, конечно. Ты знаешь, сейчас мы видим, что у части российского населения и у большей части российской элиты в том или ином виде есть прям откровенная ненависть к Украине, да, которая культивировалась достаточно долго с помощью пропаганды, с помощью телевидения, да, то есть это присутствует у части людей, там используются слова специальные, чтобы обзывать украинцев и прочее, и прочее, и вот этого было довольно много и в юморе, ну, то есть рассказывать про то, что люди определенного пола, цвета кожи или еще чего-то, значит, какие-то не такие, то есть вот такой юмор, построенный на ненависти, на стереотипах, к которому относились достаточно снисходительные, даже там прогрессивные люди, они такие, ой, да ладно, подумаешь, что вы обижаетесь там на то, что вас там как-то не так назвали. На твой взгляд, в этом есть вклад вот в тот культурную абсолютно, не то что даже деградацию, да, в появлении вот этой культуры ненависти, в появлении вот этих людей, которые пишут там комментарии, давайте сотрем, значит, хохлов с лица земли. Ну, конечно, все взаимосвязано. Информационное пространство, в котором мы жили и живем, оно, конечно, влияет, ну, безусловно, влияет на то, какими мы становимся. Привыкли все называть, там в универе называют там людей другой ориентации, я не знаю, называть это слово или нет, Не когда там стоит. ну вот, короче, и все, конечно, считают это нормально, ведь по государственному телевидению вот это говорят, понимаешь? И вот это невежественное отношение всех ко всем стало нормой. Называть всех какими-то другими словами. Вот ты говоришь, вот украинцев так назвали, а что белорусов бульбашами не назвали, а что кавказцев другими словами называли, или среднеазиатов другими словами не называли и не называют. Это было всегда, и ну, не только к украинцам такое отношение, понимаешь? Завтра, вот в прошлом году затронем мою тему, мигрантскую, сколько было провокаций со стороны российского телевидения в отношении людей не русской национальности, сколько было фиктивных массовых драк мигрантов, которые крутили постоянно по телевидению. Если в прошлом году проводить соцопрос среди людей, как вы относитесь к мигрантам, там тоже были бы не самые лучшие слова со стороны там каждого третьего человека на улице. Поэтому вот эта ненависть не только к украинцам, а в целом ко всему другому, ну, кипела, как будто. Вот я ощущал это последнее время. Я точно знаю, что это целенаправленно делалось. Всех сталкивали со всеми. Что с Делали этим делать? разобщенное общество. Делали. Что с этим делать? Что Как с этим решать? делать? Да. Ну вот, например, опять же, вернемся к ситуации с Нурланом. Мы сейчас, я, опять же, очень много думал об этом, и там злость менялась жалостью какой-то и так далее, и так далее. И я начал думать о том, как вот то, как мы комментируем происходящее, влияет именно на людей в России. Потому что мы же вроде бы хотим переубеждать, говорить, что, ребят, посмотрите, власть совершает преступление, нельзя молчать и так далее. Но если есть какой-то сомневающийся человек, и он видит, как все как коршуны нападают на Нурлана в этой ситуации, его сложно будет переубедить, что правы те, кто говорят, что нельзя молчать. Понимаешь, о чем я говорю? И иногда ты думаешь, что нужно делать для того, чтобы ну, донести до людей. Чувак, вот это неправильная риторика. Вот к этой риторике можно прислушиваться. Риторика ненависти, она неправильная, просто чисто с точки зрения логики. Но с другой стороны, я читал уже, конечно, и материалы про то, что людей, которых поразила пропаганда, не излечить. Но есть много случаев, когда все-таки люди переубеждали своих друзей и родных. Так Нет, что, слушай, если мы говорим про Нурлана, да, то здесь история не столько в том, чтобы самого Нурлана убедить, а чтобы показать, вы не можете спокойно ездить с концертами, при том, что вы отрицаете согласен. проблему. Более того, вы не можете шутить над изнасилованиями женщин в Украине российскими солдатами. Вам этого не простят ни при каких обстоятельствах. Поэтому мне здесь довольно 100%. сложно, если честно, как-то эмпатически Не-не-не, я не проникнуться говорю. к Нурлану. Не нужно эмпатически проникаться, просто доносить. Ты же понимаешь, как это будет преподноситься со стороны именно вот
того, с чем мы все боремся со стороны российской пропаганды. Я не говорю, что нужно эмпатически, я не говорю о том, что нужно эмпатически к Нурлану или к другому человеку, который окажется в этой ситуации, относиться. Я просто говорю о том, что нам нужно включать также человека, который сомневается, как он будет воспринимать эту информацию, думать, как он будет также воспринимать эту информацию. Понятно, я понимаю злость украинцев, я понимаю ненависть украинцев, и это вообще не обсуждается. Я именно говорю о России и россиянах, как мы можем влиять на то, что происходит в головах у россиян. Слушай, ну вот прошел 51 день, да, когда была первая и вторая неделя войны, тогда даже к солдатам обращались, говорили: солдаты, ну, что вы делаете? Да? И часть из них говорила: мы вообще думали, что нас на учения послали, мы не знали, что делаем. И тогда еще вот там было непонятно, они вроде тоже пострадавшие, и вот бедные солдаты, и вот бедное все вот это вот. Сейчас 51 день войны прошел. Сейчас мы видели трупы мирных людей с завязанными за спиной руками. Мы слышали истории тех людей, над которыми измывались эти солдаты. Мы видели, как эти солдаты, путинские солдаты, сдают, значит, стиралки в СДЭКе для того, чтобы отправить их назад домой. И как бы, ну, я согласен с тобой, что было бы неплохо людей переубеждать, что было бы неплохо, значит, вот у нас была бы какая-то магическая таблетка, мы бы ее им давали, да, и они такие: о, оказывается, меня обманывали всю жизнь. Но на 51-й день, как ты знаешь, вот аккуратненько сдувать с них пылинки, и вот лишь бы как бы не вызвать у них какое-то отторжение эмоций, уже довольно сложно, потому что тот, кто продолжает это поддерживать, вот даже после всего того, что он увидел, ну, как-то, да я понимаю, возможно... я понимаю, просто я не знаю, я просто запутался, я понимаю тебя, я все это понимаю, я же тебе говорю, что вот это вот отношение ко всему меняется от ненависти, злости к чему-то другому, ну, рефлексия постоянная на эту тему. Просто иногда ты приходишь к одному выводу, иногда к другому. И вот в данный момент я вот так подумал. Ну хорошо, давай задам вопрос по-другому. Вот мы показываем своей реакцией, что нельзя проводить просто так концерты, особенно там, будучи в Америке, не высказавшись и абсолютно игнорируя ситуацию. Нельзя. Вот мы это говорим, мы вот так жестко освещаем это все. Короче, очень грубо, жестко критикуем эту ситуацию. Повлияет ли это на то, что какая-то звезда в итоге выскажется? Я думаю, да, те люди, у которых есть возможность давать концерты в Америке, да, мы понимаем, что это не все, но их какое-то количество. Ну вот концерты точно не будут давать. Да, выбирая между тем, что у них останется возможность проводить какие-то концерты в России или, может быть, проводить концерты в Америке или за рубежом, я думаю, многие из них выберут второе, потому что перспективы России, как ты сам описал, в том числе для всех этих артистов и звезд, которые привыкли к высокому уровню жизни и к своим сумкам от Шанель и ко всему остальному, я думаю, что многие из них, поняв, что стула, собственно, два и придется выбрать, они какой-то из этих стульев выберут. И многие выберут не тот стул, на котором импортозамещенные гвозди, на котором, значит, преследование за какие-то неудачные шутки, тебя сажают либо под домашний арест, либо в СИЗО, и они, понимая, что этот выбор теперь вот такой, да, что это четкая дихотомия, я думаю, что многие из них решат, что нет, я не хочу продолжать поддерживать то, что происходит в России, в том числе своим молчанием, как мне представляется. Наверное, да. Ну вот, мне интересно было услышать, я в этих размышлениях уже мучаюсь, маринуюсь. Мы все в этих размышлениях. Слушай, но мне еще интересно тебя спросить, как все-таки артиста, да, как там артиста стендап-сцены, на твой взгляд, насколько вообще дальнейшее существование российской вот и комик-культуры, и вообще культуры за рубежом будет как-то продолжаться. Потому что у мира накопились претензии. Вот за эти 50 дней у мира накопились очень серьезные претензии. Как тебе кажется, будут ли они распространяться на всех без исключения, или они, значит, никак не обрежут всевозможные там взаимные интеграции культур и людей между собой? Ну, все зависит от того, о каком мы временном, вот сейчас, в данный момент или через какое-то время. Я не знаю, не совсем понимаю, как отвечать на этот вопрос. То есть это предположение, получается, о том, как будут относиться к артистам из России. Да? Ну, мне кажется, что
вот видишь, Нурлан, например, давал концерты в Америке. Полные залы же были, и полные залы людей, которые все-таки также игнорируют ситуацию. И, видимо, таких людей все-таки много по всему миру. Мгм. А, Ну, а как это назвать? Ну, ты же видишь, что огромное количество людей пришло, огромное количество людей посмеялось с шутки про месячные, ну, то есть в зале посмеялись с этого. Значит, у них в голове в целом то же самое, что вот то, как Нурлан относится к этому, игнорирует ситуацию, также они игнорируют ситуацию или относятся к этому как к чему-то вообще не очень серьезному или неважному так далеко в Америке. Ну, ты думаешь, эти люди куда-то исчезнут? Ну, все зависит от того, как будут развиваться события, опять же. Вот если вскроется, если для людей в России, именно в России, в какой-то момент станет очевидным то, как всех водили за нос, ну, во что трудно, конечно, верить, что это произойдет в России, но если вдруг все люди такие прозреют, господи, какой ужас, конечно, те люди, которые сейчас молчали, но при этом знали, они, ну, скорее всего, будут в какой-то степени отменены, потому что, ну, как-то странно дальше продолжать воспринимать свою любимую звезду так же, когда она молчала в этот достаточно важный для всех момент. То есть никак не помогла ориентироваться в этом болоте, никак не помогла разобраться, что происходит. Достаточно будет странное отношение к этим людям, но я не думаю, что ко всем людям из России будет плохое отношение. Это все будет зависеть от того, ну, что делал человек медийный в это время, в этот момент. Ты знаешь, давай вернемся ненадолго в Россию, по крайней мере виртуально, поскольку физически ни ты, ни я этого сделать не можем. Там прошел антивоенный концерт у группы Elysium, кстати, у весьма достойной группы, которую я слушал еще, когда мне было лет 14. Они провели антивоенный концерт, они спели песни на украинском, они показали вот этот вот флаг, да, белый, синий-белый, или синий-белый, синий. В общем, вот этот флаг без Белый, красной синий-белый, полосы. все Да, правильно. белый, синий, белый, без красной полосы. И вот спустя несколько дней мы наблюдаем, как один из солистов этой группы сначала в каком-то подозрительном, странном месте рассказывает, что это был не антивоенный концерт, и вообще они очень извиняются, и больше так не будет, а потом повторяет весь тот же текст, и на фоне него здание на Лубянке. Ну, то есть Мгм. очевидно, что он сделал это под давлением, очевидно, что это было ФСБ. Почему так пристально, как тебе кажется, следят за комиками, за музыкантами, за вот, ну, такими людьми, да, которые там не политики, которые не, значит, не знаю, не организовывают митинги, не выступают с политической программой? Почему вот там у тебя после одного из концертов начались проблемы, у группы, которая просто музыку сыграла? Почему так власть сильно боится, что ли, людей творческих? Потому что это лидеры мнений. На самом деле, если бы вот на том же концерте, где люди посмеялись над шуткой про месячные, Нурлан сказал бы обратное, Нурлан сказал бы, происходит ужас, происходят ужасные события, омерзительные, события, которые нельзя никак оправдывать. Я это не поддерживаю. Люди также массово бы аплодировали, потому что это люди, которые воспринимают человека как авторитета и воспринимают его мнение. И очень важно, когда творческие люди транслируют ну, адекватную позицию. Естественно, власти боятся творческих людей в плане их позиций, в плане того, что они вот как группа Elysium не боятся высказаться, потому что это влияет на население. Это огромное количество людей, которые ходят на их концерты. Ну, то Тысячи, есть десятки тысяч, сотни тысяч. То есть это все не бессмысленно, то есть людям имеет смысл продолжать говорить, высказываться, особенно со стороны каких-то людей известных. А когда была история, которая происходила с тобой, да, комики самые разные объединились, записали даже большое обращение, правда, потом их не особо было слышно, когда все дальнейшее происходило, но тем не менее, сейчас мы не видим никакой даже попытки некого объединения. Что было тогда и что поменялось теперь? Кстати, я хочу обозначить, что Нурлан также поддерживал меня, и поэтому мне вот эту ситуацию сложно воспринимать. И также я хочу напомнить, что на первом концерте все-таки Нурлан сказал, ну, конечно, не очень в корректной форме, но сказал, что он не поддерживает
то, что происходит. Но он То, сказал что-то что было вроде, тогда. как вы думаете, что я могу такое поддерживать, или что-то такое, плюс пару матерных слов, да? Да, я говорю, не вполне корректно. Так, а что именно ты хочешь услышать от меня? Я имею в виду ответ на какой именно вопрос? Куда пропали А, люди после этого Ответ или на что? вопрос, почему тогда, когда с тобой это происходило, да, комики что-то объединились и что-то сделали. А после того, ну, как прошло какое-то время, вот сейчас, когда ситуация, при всем уважении к тебе и к твоей ситуации, все-таки более серьезная, чем то, когда было дело по поводу тебя, мы не видим никаких даже попыток какого-то коллективного высказывания с их стороны. Что поменялось? Это не так, ты не совсем прав, потому что была попытка и было коллективное заявление обращения к президенту России со стороны комиков, было письмо комиков. Ты, наверное, помнишь, и достаточно много подписей от комиков было в этом письме. Понятно, что это ну, невероятное, что также была попытка организовать антивоенный концерт, но всем людям позвонили с угрозами и запретили вообще, отменился этот концерт. То есть попытки общих заявлений были. То есть это не так, что комики ничего никак не действовали. Комики действовали и продолжают действовать. Просто, конечно, не самые известные комики, но комики. Мгм. И скажи, пожалуйста, Еще вообще... я тебе Мгм. скажу, Да. тот случай, это может быть, кстати, будет, ну, может будет интересно. В том случае, когда меня поддержали комики, тогда тоже можно было сказать и справедливо сказать, что ваша поддержка никак не повлияет. Государство решило, как решило, так и сделает. Это действительно государство как решило, так и сделало. Но это на самом деле на многое повлияло в среде комиков. Комики консолидировались, комики почувствовали себя одним целым. И это очень важно, когда в комьюнити ты чувствуешь себя одним целым, ты чувствуешь, что тебя не бросят. Это было важно как для меня, как и для тех комиков, которые это все сделали, потому что я же не просил это делать, они сами консолидировались в этой поддержке и в протесте, что можно вмешиваться, цензурировать творчество. Вот. И это влияет все-таки именно на внутреннюю атмосферу. И вот если бы было в государстве, должно быть так же. Мы все вот должны объединяться против несправедливости, объединяться против любых действий властей несправедливых, не только против войны в Украине, но и до этого против того, что журналисты в Нижнем Новгороде себя сжигают, против того, что арестовывают человека, политического оппонента, убивают кого-то прямо в центре города. То есть этих примеров мало, когда общество консолидируется. В нашем случае, в среде комиков, консолидация произошла, и это повлияло на само общество комиков, на комьюнити комиков, очень сильно повлияло в хорошую сторону. То есть мы стали более уважительно друг к другу относиться. Скажи, пожалуйста, ты говоришь, общество мало консолидируется. Почему это так и как это изменить? Но государство все делало, чтобы разобщить общество. Ну, общество многослойное в России. Государство никаких не предпринимает попыток объединить людей, хоть под какой-то идеей, хоть под какой-то идеей, кроме идеи ненависти. То есть сейчас в России, вот я, например, жил в России сколько, около 9 лет, и я за 9 лет ни разу не видел флаги российские, кроме как на государственных учреждениях, ну, возле государственных зданий. Люди не выходят с флагами. В других странах, где я бываю, флаги государственные всегда есть на балконах, на улицах, везде. Люди соотносят себя с этим флагом, то есть они чувствуют себя одним целым. А тут в России неожиданно о флагах вспомнили сейчас, когда война. То есть вот почему-то людей консолидировала война. И это на самом деле настолько омерзительно и неприятно наблюдать, как люди объединяются. Не все, опять же, не хочется говорить, что все, ну просто вот мы сейчас общими мазками пройдемся. Людей консолидируют, получается, ненависть, людей консолидирует общий враг, вот в этот раз это Украина, точнее не Украина, Украиной же управляют, виновата Америка. То есть опять Америка что-то замышляет против России, и это всех объединило. Санкции всех объединили. Кстати, вот мы много обсуждаем Нурлана, там еще кого-то, там оно есть люди просто которые совершают омерзительные поступки, всякие лидеры мнений, блогеры, которые по методичке начинают резать свои
Шанели и прочие продукты, там, Луи Виттоны, показывая тем самым, мы, русские, сами справимся. Причем вот есть зацикленность на слове «русский», как будто в России других народов нет. Это, опять же, тотальное неуважение к населению России со стороны властей, потому что власти именно концентрируются на слове «русские». И вот эти люди, например, или Стас Старовойтов, который открыто поддерживает, или Стас Ярушин, который со словом «Стас» беда какая-то. Нужен срочно хороший Стас. Короче, вот Стас Старовойтов открыто поддержал войну. Вот это нужно обсуждать. Нурлан не поддерживает войну ни в коем случае. Слушай, нет, ну с этим-то все понятно. С теми, кто... Я знаю, я пытаюсь, это мой друг, это мой хороший знакомый. Понимаю. Я пытаюсь... ты все Нурлан... Ну, короче... Да. Нурлан не друг, но истинно дороже. Вот это ужас. Да, понимаю. Но, будем искать хороших Стасов. Пишите хорошие Стасы в комментариях, что мы несправедливо оклеветали ваше имя, а точнее это сделали упомянутые люди. Это был стендап-комик Идрак Мирзализаде. Идрак, спасибо тебе большое. И спасибо вам, уважаемые зрители, кто сегодня смотрел этот эфир. Пишите, как вам. Видите, мы пробуем общаться с совершенно разными людьми. Не только с людьми, к которым вы привыкли, там политологи, бизнесмены, предприниматели, экономисты, но и брать гораздо шире этот спектр, чтобы вы узнавали для себя новых людей, новые мнения, новые восприятия. Поэтому подписывайтесь обязательно на канал «Популярная политика». Помогайте видео продвигаться с помощью ваших лайков, с помощью ваших комментариев и всего прочего. Ну и приходите сегодня в 19 часов на наш вечерний эфир, где мы с Кирой Ярмаш для вас его проведем. С вами был Майкл Наки. Всего доброго. Пока.